Привет, меня зовут Андрей Захаров, я директор по продуктам и инновациям компании Linux Data Center. Мы использовали разные подходы, да, и пришли к тому, что называется Linux Lab. То есть это рабочая группа внутри нашей компании, объединяющая несколько отделов, специалистов из разных отделов, да, которые вместе могут почувствовать, да, насколько этот продукт жизнеспособен и насколько реализуем. Меня зовут Хаткевич Максим, я руководитель группы инженеров Linux Lab в Санкт-Петербурге. Плюс Linux Lab заключается в том, что часть высококвалифицированных сотрудников работают в одном общем пространстве, и мы в некой такой коллаборации идей можем очень быстро и в короткие сроки реализовывать очень сложные задачи. Мы смотрим на западный рынок, да, так как наша компания международная. Мы смотрим на то, что предоставляется нашими вендорами аппаратного обеспечения, программного обеспечения, облачных сервисов. Также мы общаемся регулярно с нашими заказчиками, да, и спрашиваем, в какую сторону они хотели бы развиваться, да, и делимся своими идеями на этот счет, чтобы выполнить что-то совместно. Тут все очень индивидуально и специфично. Все зависит от того, какой продукт и какой сложности и объема необходимо выполнить работы. Наш последний продукт, который мы уже практически готовы реализовать, это безопасное облако в соответствии с ФЗ-152 о защите персональных данных. На этот проект у нас ушло от идеи его создания до практически уже полной реализации. Мы сейчас на финальном этапе ждем получения всех необходимых лицензий и подтверждений, порядка 8 месяцев. Меня зовут Николай Лешук, я занимаюсь продуктами и внедрением внутренних инноваций в компании Linux Data Center. Я как продукт-менеджер, соответственно, взаимодействие с Linux Lab у нас идет достаточно плотно по разработкам проекта. И в основном, работая с ребятами из Lab, мы используем формат модели Waterfall, то есть каскадная модель работы, где для разработки того или иного проекта коллегам, в принципе, достаточно вводных данных. И построение разработки они уже, соответственно, принимают сами. Соответственно, для компании я вижу определенные преимущества, да, при появлении Linux Lab, в том, что скорость работы над новыми продуктами и над проектами кастомными для клиентов, то есть, которые индивидуально подбираются, они гораздо эффективнее и быстрее стали проходить. А ребята за счет общения они получают больше удовлетворения и делятся между собой компетенциями, да, заглядывают в соседние области, и это дает им развитие. Четкого разделения обязанностей среди сотрудников Linux Lab у нас не существует. По основному направлению мы все cloud-инженеры, но у каждого инженера есть дополнительный набор знаний, который отличается. Например, есть инженер, который занимается углубленно Windows серверами, кто-то занимается Linux и программированием, кто-то ответственный и глубоко знает информационную безопасность и сети. Тем самым, распределяя обязанности между всеми инженерами, мы можем обсуждать и реализовывать очень сложные технические проекты, которые каждый проект увлекает в себя различные стороны. При появлении Linux Lab в нашей компании, по крайней мере, мне это очень упростило жизнь, ввиду того, что раньше приходилось очень много бегать, искать людей, которые сделают для меня то или иное. Ввиду того, что сейчас это конкретное подразделение, у которого есть руководитель, у которого я могу всегда посоветоваться. Разница вот до появления и после появления Linux Lab, да, спустя уже некоторое время, там, полгода, да, что мы почувствовали переход от сервисной модели к продуктовой модели бизнеса. Да, то есть если сервисы мы делали под конкретного клиента и на этом завершали, то продукты это уже типизированные услуги, да, которые мы предоставляем на рынок и выводим на рынок, чтобы клиенты могли из разных отраслей пользоваться одними и теми же решениями, да, находя их преимущества для себя.